Всем привет! Новинка от звезды на канале. Что на канале? Новинка от звезды на канале. Ил-2 в 48 масштабе. Да еще двухместный. И самое интересное, что ее есть чем сравнить с монстром сборных моделей из Японии, с Тамией. И сравним. Начнем со звезды. Рекомендованная цена модели 2190 рублей. Год выпуска 2021. Количество деталей в наборе 334. А длина собранной модели 30,5 сантиметров. В коробке пластиковые детали. Декаль. Инструкция для сборки. И цветная схема окраски модели. В 2020 году звезда выпустила в продажу одноместную версию Ил-2. В этом наборе часть литников 2020 года, а часть новые 2021. Данная рамка деталей осталась от своего прародителя, одноместной версии Ильюшина. Что мы здесь имеем? Фюзеляж, кабина пилота, стабилизатор, фигура пилота, кок винта, бомбы. Много всего мы здесь имеем, надо быть чуть поближе. Фюзеляж. Членение его стандартное, двумя половинами. Очень бедная детализация расшивки. А король-то голый. Сразу предчувствую комментарии. Так можно же накатать клепку, нарезать расшивку. Да конечно можно. Кто же имеет против-то? Но сейчас король-то голый. Заднее колесо дано в двух вариантах. Один вариант ранний, второй поздний. Нам нужен поздний. То, что колесо отлито отдельной деталью от стойки шасси, это огромный плюс. Отличная идея с двумя вариантами приборной панели. Одна с имитацией приборов, вторая полностью лысая. Можно без проблем использовать цветное фототравление или 3D декаль, не заниматься стачиванием панели. Это круто. Есть фигура пилота. Правда, в этом наборе именно эта фигура не используется, для другого временного периода. Есть другие фигуры. Посмотрим, когда дойдем до них. Неплохо сделан кок винта. Кресло пилота абсолютно не выдающееся. Можно и доработать, конечно. Ну а можно и пилота посадить. Тогда и дорабатывать не нужно. Ну, это так, в принципе. Новый литник 2021 года. Крыло самолета разделено на 4 части. Ну, это абсолютно нормально. Элерон дан отдельной деталью. Кому-то это нравится, кому-то все равно. Мне как раз все равно. Есть хорошая имитация платяного покрытия. Литник с шасси, стойками шасси. Колесо основного шасси имеет протектор, причем достаточно неплохой, хорошо читаемый. Плохо то, что шов от склейки придется убирать, так как колесо отлито двумя частями. Диск колеса дан отдельной деталью, красить будет удобно. Хорошо же? Хорошо. Свежие детали. Винт двигателя, новые фигуры пилота и стрелка. Винт трехлопастной. Хорошо отлит. Можно смело устанавливать.
Фигуры экипажа самолета тоже вроде неплохие. Но не уроды точно. Ствол пулемета не рассверлен, а нужно обязательно. Литник с двигателем. Как вы поняли, модель имеет двигатель. Превосходно. Двигатель сделан достаточно детализированно. Единственное, то, что выхлопы нужно будет рассверливать. Прозрачный литник новый, 2021 года. Прозрачность нормальная, без искажений. На лобовом стекле хорошо выделен прицел. Ну, на него прям обращаешь внимание. Декаль достаточно богатая. Очень большое количество технической информации. Декаль действительно хорошая. Инструкция черно-белая, на 2 языках, с описанием прототипа, содержимым набора и шагами сборки. Все видно прекрасно. Шаги сборки очень подробные и абсолютно понятные. Цветная схема окраски модели и нанесения декалей. 3 варианта предлагает звезда. Первый. Черноморский флот. Весна 1944 года. Вариант номер 2. Ленинградский фронт. Зима-весна 1943. И вариант номер 3. Курская дуга. Весна-лето 1943 год. По новинке от звезды все. Ну и давайте сравним с Тами. Стоимость модели 4700 рублей. Год выпуска 2012. Внутри коробки пластиковые детали, окрасочные маски, резиновые втулки, декаль и инструкция. Когда данный набор вышел в продажу, это была бомба. Да и до сих пор модель очень пользуется спросом. Деталей намного меньше, чем у звезды. Количество сказать не могу, не знаю. Производитель такой информации не дает, к сожалению. Расшивка намного четче, лучше и детализированнее, чем у звезды. Руль направления отлит вместе с фюзеляжем и имеет имитацию полотна. Заднее колесо намного богаче, чем у звезды, но зато отлито вместе со стойкой и также располовинено. Модель имеет двигатель, но у звезды он поинтересней. Прекрасный винт.
и отличный кок винта. Ствол пулемета также нужно рассверливать. Литник с крылом. По расшивке все понятно по первому взгляду. Она прекрасна. Элероны отлиты вместе с крылом. Как я уже и говорил, кому-то это нравится больше, кому-то меньше. Литник с кабиной пилота, стойками шасси. Кресло опять же поинтереснее, чем у звезды. Но есть ли в этом смысл? Ну, для меня есть, а для вас не знаю. Привязные ремни все равно добавлять нужно, если летчика не сажать. Приборная панель, на мой взгляд, лучше у звезды. И уже лучше потому, что имеет два варианта. Два одинаковых литника со стабилизатором, бомбами, колесами, фигурами экипажа. Колесо располовинено и отлито вместе с диском. Отличный протектор. Ну, колеса лучше, это правда. Выхлопы, к сожалению, тоже нужно будет рассверливать. Две фигуры, пилот и стрелок. Литник с прозрачными деталями. На лобовом стекле прекрасно выделен прицел. Отличная прозрачность. Искажений я не заметил. Каких-то брака или царапин тоже. Ну, все четко. Две резиновые втулки в комплекте. Набор окрасочных масок. У них есть один минус. Вырезать нужно самому. Детали не прорезаны. Два листа декалей. Нет технической информации. У звезды декаль поинтереснее. Инструкция черно-белая. Шаги сборки абсолютно понятные и вопросов не создают, на мой беглый взгляд. Три варианта окраски предлагает Tamiya. К сожалению, схема окраски модели черно-белая. Цветная это поинтереснее будет. Ну вот, собственно, и все. Две модели Ил-2 в 48 масштабе я вам показал. И на оба набора, 100% стоит обратить внимание. Есть в обеих и минусы, и, безусловно, плюсы.
я для себя выбрал. А вы? А приобрести данные модели вы можете на нашем сайте i-modelist.ru. А я с вами ненадолго попрощаюсь. До скорой встречи. Ваш Я Моделист и я, Виталий Новиков.